Вот в последнее время, сколько больше я смотрю на людей и смотрю на жизнь людей, которые описывают свою жизнь и обращаются с проблемами, столько больше я понимаю, что люди себя принижают всегда ради радости других людей, в которой вот этих принижениях, в этом труде, с усталости, работой, сложностях нету никакой пользы. Просто изображение лживого счастья. Сюда я могу преподнести, наверное, будет более правильно сказать, нынешние свадьбы. Пафос весь этот. Кучу цветов, кучу дорогих машин, там, кортедж какой-то. В долги залезают люди, чтобы показать какое-то счастье. Не буду говорить лживое или нет, может у некоторых и вправду счастье этот момент. Но такие огромные затраты, усердия, усилий проявлять ради того, что люди придут, покушают, посплетничают. Они эту вашу радость забудут быстрее, чем боль в ваших ногах, которую вы потратили на эту свадьбу. Вот боль не пройдет, они уже забудут про это. А вы всю это усилие, что делаете, даете для этого. Я знаю одну семью турецкую, это известный писатель Ахмед Гюрбюз. Его дочка и его сын, когда свадьбу свою сделали, они посчитали, вот на свадьбу вот столько уйдет, мы хотим все свои затраты на свадьбу отправить беженцам из Палестины или куда-то они отправили беднякам. Я клянусь, говорю, это самая счастливая семья, которую я видел когда-либо. Аллах сделал так, что они так хорошо друг друга понимают с полслова, а иногда даже без слов. Почему? Знаете, потому что их семья построена на довольстве Всевышнего. В том, в чем нету вот этого. Берете кредиты, вот эти долги залезаете, потом годами их отдаете, из-за этого не уделяете себе внимания. Зачем вы отдаете кусок своей еды? Я понимаю, свадьба нужна, там что-то такое не пафосное. Родственников позвали, близких друзей позвали. Ну, по мере предела, да, то есть разумного, как говорится. То есть вопрос не только в свадьбах, а во всем сейчас, что существует. Недавно я видел, как одна наша знакомая семейная выставляла огромный букет, и какой же это радость для меня, какой-то там чужой мужчина, какой-то там ей сделал приятно. В чем приятность? Зачем этот пафос все? Когда 2-3 цветы, да, могут сделать приятное, а когда вот это же не еда, на это же тратятся огромные деньги. И эти же деньги же, которые вот на это потратятся, можно что-то полезное сделать. Вопрос не в этой романтике. Цветы там дарить друг другу, в этом нету никакого запрета, и это можно сделать. Вопрос в чрезмерности. Там 1000 роз, там, я не знаю, такие моменты. И это касается всех тем, не только вот этой темы или же темы свадьб. В наше время люди любят вот изображать лживое счастье. Чувства, которые пройдут через 5 минут, на это тратится огромный бюджет, выбрасывается, можно сказать, в мусор. В то время, когда вокруг них есть сотни людей, нуждающихся в этих денег, могут неделями кушать за эти деньги. В прямом смысле этого слова. Я надеюсь, я свою мысль донес.